Сегодня 26 июня, время полчаса 10 утра. Вчера проехали 800 километров до Вытегры, а вечером сходили в музей подводной лодки. Сегодня же отправляемся в самое сердце Карелии, поселок Гималы, находящийся недалеко от границы с Финляндией. Цель точки маршрута – мистическая гора Ваттавара. Поедем через Медвежьегорск. Проехать нужно примерно 500 километров. Из них 300 километров асфальт и 200 километров грунтовка. Ну, как говорил Юрий Алексеевич, поехали! Пока собрались силами, заехали на заправку. Из самой Вытегры мы выехали уже около 11 утра. Двигаемся по А119. Буквально через 50 километров въезжаем в Карелию. Дорога от Вытегры до Медвежьегорска по качеству как взлетная полоса, а в связи с тем, что населенные пункты встречаются довольно редко и расстояния между ними велики, машины на дорогах отсутствуют вовсе. Благодаря этому нам удалось взять хороший темп, и до Медвежьегорска мы доехали буквально за пару часов. В Медвежьегорске на АЗС делаем небольшой перерыв на обед. Заправляем полные баки топлива, а именно 45 литров, 25 литров в основной бак и по 10 в запасные. Ведь далее нам предстоит большой перегон в полной автономии. А это, ни много ни мало, по грунтовке 200 километров в один конец, а нужно вернуться еще назад. В следующий раз нам удастся заправиться только примерно через 400 километров. Кстати, если тоже соберетесь ехать на Ваттавару, имейте в виду, Медвежьегорск – это последний кусочек цивилизации в этом направлении. Поэтому запасайтесь провизией и топливом именно здесь. Дальше такой возможности не будет. Сотовая связь в тех краях отсутствует. Оффлайн-карты в телефонах, по отзывам многих, не соответствуют действительности, а то и местами вовсе на них нет дорог. В связи с этим, под данную поездку, был приобретен старый добрый спутниковый навигатор известного производителя с полноценным функционалом маршрутного компьютера, который полностью интегрируется в штатную электросистему мотоцикла. Обкатать толком его не успели, да и нет в Московской области глухих мест для этих целей. Поэтому сегодня будет первое его испытание в реальных автономных условиях, вдали от цивилизации, за пределами асфальтовых дорог, где только ты, тайга и дикие звери. Да уж, чувствую, для нас это будет тоже то еще испытание. Едем вот по такому вот говну, непонятно, песок с щебенкой за 100 километров. Надо проехать еще сотню. Когда-то население поселка Гималы насчитывало до 3500 человек. В 60-х годах здесь была школа. Вмещала школа до 600 учеников. Также в Гималах были карьер и лесозаготовки. В дальнейшем предприятия закрылись, а население поселка стало стремительно убывать. В 2007 году закрыли и школу. В 2019 году осталось лишь 120 человек, в основном пенсионеры. Со слов местного жителя Виктора, который любезно возил нас на своем УАЗе, промышляют здесь охотой и рыбалкой, ну и доживают свой век на родной земле. В сам поселок Гималы мы добрались только в 8 часу вечера. Разместились на турбазе вот тут, организованной на старом карьере. Позвонили администратору Ирине, она нас оперативно разместила и провела по базе небольшую экскурсию. Благодарим за оказанное тепло, уют и безумно вкусный обед на следующий день. А на утро нас собралась небольшая компания, и мы поехали на УАЗе к горе Ваттавара. Вот так вот здесь закладывают дырки на дорогу, чтобы было лучше проехать. Дырки меньше. Все прям так же, как и у нас. Значит, от Парасольдера сюда, на север, эта территория была, значит, советская. В 1929 году, когда война была с финнами, вот эта территория от Парасольдера и до самого Ленинграда границу отодвинули, где-то 100, где-то 200 километров. Парасольдера теперь, и дальше там эти поселки вдоль границы, они все теперь в составе России. Сейчас
69 году погранзону сняли. Когда образовался этот проход, дошли до горы, начали там лес вырубать. Обратили внимание на эти камни. Так как была погранзона, значит, сюда ездили в основном такие шаманы, которые получали пропуск, допуск. Когда открыли границу, уже потянулись и туристы. В 1941 году люди покинули войну. Как таковых боевых действий здесь не было. Почему? Потому что не было стратегических больших объектов, тут нечего было защищать. Финны пришли, просто оккупировали, в каждой деревне небольшие группы свои оставили. Положение на фронте на Ленинградском было тяжелое, на Мурманском направлении тоже тяжелое. Поэтому приняли решение правительства отправить сюда бригаду, состоящую из 3 партизанских отрядов. Они вышли из Секежи и шли в Парасозеро. Была задача в Парасозере атаковать состав. И доходя до Ватавара есть гора, на местном лексиконе называется Минометная. Вот они дошли до туда. Финны их там остановили. Шел сильный бой. В бригаде где-то было 900 с чем-то человек, там 910 что ли, человек. Вернулось только 100 человек. А эта территория, как исходно русская была, так и осталась. В общих чертах я вам так примерно рассказал. Спасибо. Очень Если есть вопросы, пожалуйста, постараемся на них ответить. Вот, сними. Тут было их в 2 раза больше. Наверное, это номера. потерянные. Это которые мятые, которые доставали машины. Это повезло то, что лето сухое. А воды по капот. Доехали мы до Ваттавары примерно минут за 50. Подвезли нас на так называемую южную стоянку. Есть еще стоянка с северной стороны, однако туда ездить гораздо реже. После короткого инструктажа мы выдвинулись на само плато. На гору ведет явно протоптанная тропинка, однако все равно ставим точку в навигаторе, чтобы был ориентир, куда возвращаться. Ведь наверху таких тропинок множество. Бывали случаи, что люди здесь терялись. Конечно, их потом находили, однако в условиях отсутствия связи это тяжело будет сделать. Да и не к чему нам теряться. Связь здесь ловит только на горе и одной заветной ели, которую по секрету показал нам Виктор. Вот уж действительно странно. Может быть, это и не ель вовсе, а замаскированная антенна? Дальше тропинка становится совсем крутой и каменистой. С учетом прошедшего дождя нужно быть вдвойне аккуратней, так как из-за него камни мокрые и скользкие. Пройдя еще немного, мы выходим к первому сейду. Сейд – это огромный многотонный валун, поставленный на 3 маленьких. Про данные мегалитические сооружения ходит очень много легенд, однако одно скажу точно – это явно рукотворный объект. Никакие природные явления не могут так сделать. Ни движение ледников, ни какие-то тектонические явления. К тому же аналогичных сейдов в этих краях и дальше по всему Кольскому полуострову встречается довольно много. Скорее всего, данное сооружение имеет отношение к культуре саамов, лопарей, и имеет оккультное предназначение. Вообще, в этом месте очень много всего необъяснимого и по сей день. Сейды, огромные гранитные плиты с идеально ровными разрезами, явно неприродного происхождения, изогнутые деревья и многое другое. Сюда до сих пор приезжают шаманы для проведения разных ритуалов. Возможно, конечно, очень много здесь мистификации во всем для привлечения туристов. Однако одно могу сказать точно. Чувствуешь себя здесь по-особенному. Да, этим камнем несколько тысяч лет, говорят. Как? Современными инструментами не распилишь. А здесь? Я думаю, это инопланетный разум какой-то может быть. Да. Это все в нашей жизни возможно. Здесь как-то распилили. Как и в Египте тоже там такое же встречается. Просто идеально. Вдруг откуда ни возьмись, из-за сейда появился вот такой вот пес.
словно пришел проводить нас дальше и провести для нас экскурсию. Так собака провожала нас до самого верха. Еще немного усилий, и мы наконец-то добрались до плато с деревьями причудливых форм. Высота горы Ваттавара около 400 метров. Отсюда открываются замечательные виды на просторы тайги. Гуляя по возвышенности, мы увидели здесь очень много интересных, загадочных и красивых мест. Также много еще и не увидели. К сожалению, одним днем здесь не обойти всего. Здесь очень много огромных гранитных камней правильной формы, явно искусственного происхождения. Иногда создается впечатление, что это руины какого-то заброшенного города древних цивилизаций. Возможно, так оно и есть. До сих пор это остается загадкой. К примеру, так называемый колодец, он просто огромен, а камни, из которых он сложен, идеально ровные. Поверхность камней отшлифована настолько, что в ней чуть ли не отражение можно увидеть. Насчет отражения, конечно, шучу, однако современные технологии не позволяют до сих пор обрабатывать камни в таком качестве, такого объема. Множество камней похоже на рассыпанную кучу гигантских кубиков. Создается впечатление, что это остатки некогда разрушенного строения. Иногда здесь чувствуешь себя лилипутом, и даже воображение не представляет, каких размеров должен быть Гулливер, чтобы сложить все эти кубики. У некоторых плит стороны как будто бы специально обработаны ровно под одинаковым углом. Очень похоже на остатки как будто бы каких-то пирамид. Провели мы на горе Ваттавара практически весь день. Многое посмотрели, много где погуляли. И, как говорил ранее, много куда не успели сходить. К примеру, посмотреть на каменную лестницу. Хотя в целом говорят, что в ней нет ничего особенного, и, скорее всего, она-то уж точно не рукотворный объект. В идеале хочется прийти сюда с ночевкой, чтобы подольше здесь побыть. Многие так и делают. Также в близлежащем поселке Гималы можно и проводника найти. Он покажет и расскажет про все местные достопримечательности горы. Однако мы решили погулять сами по себе, чтобы не быть к кому-то привязанными. К тому же проводник был занят походом по горе с шаманом. В целом, место очень и очень интересное, со своей энергетикой и атмосферой. Чувствуешь себя, как в другом мире, в хорошем смысле слова. Многие местные жители поговаривают, что кто побывал здесь однажды, и гора приняла его, тот непременно сюда вернется еще раз. И как будто бы действительно, когда мы приехали к горе, облажной дождь вдруг закончился, и погода позволила нам погулять по горе. А как только спустились вниз, он опять начался. Также говорят, что гора объединяет. Могу сказать так, это действительно. Познакомился здесь с многими замечательными людьми из разных городов и стран. Быть может, в следующем году мы встретимся вновь на этом месте. Ну, время покажет. На этом мой сегодняшний рассказ подошел к концу. Благодарю всех за внимание. А в новых сериях нас ждут новые приключения. Понравилось видео? Ставь лайк и подписывайся на мой канал. До новых встреч!